О, обновление. Без всяких лирических отступлений начнем с того, что собственно принято встречать в новом патче с новой одежкой. Heroes Generals WWII. Добавлять подобные буквы в название игры — это сейчас в тренде. На самом деле, датчане просто хотели напомнить, что игра про Вторую мировую. СССР против Америки. Я не профессиональный дизайнер, и, возможно, я что-то не понимаю, но зачем они тронули то, что было красиво? Вы посмотрите, во что превратили логотип. Что это вообще? Кто-то скажет, что это типа ребрейдинг. Ни хера подобного. Ребрейдинг — это, по сути, переосмысление проекта. Вот, например, Red Emoto недавно произвела сокращение своих штабов. Мол, типа, оптимизация кампании, переустановка сил, новые планы на будущее. Кстати, уволить тех, кто не пил пиво. Ладно, пошутили, хватит. Давайте уже говорить о самом обновлении. Новая карта режима столкновения. Крепость. Ну как новая? 1,5 года в отстойнике. Я не буду подробно рассказывать о том, что я уже говорил в обзоре, когда крепость была в предрелизе. Если хотите, взгляните, ссылка будет в конце видео или оставлю в описании под это видео ютуба. Одно скажу, разрабы хорошо поработали над ошибками. Внешне смотрится приятно, играется бодро. Я приятно удивлен и рад, что ошибался, обозвав карту неиграбельной. Мебель в здании, которая в тесте отсутствовала, в релизе завезли в нужном количестве и тактично расставлены. Ящики расставлены также сбалансированно, отшлифована сама крепость, несколько изменен ландшафт карты и некоторые сооружения, такие как мосты. Тут они просто деревянные, вместо подъемных. Но я не ожидал, что каждая противоборствующая фракция, поставив рожалку возле точки О3, это место будет что ни на есть горячей точкой. В буквальном смысле. Геймплей с живыми игроками 14 на 14 сильно отличается от того, что происходило в тесте. Дело в том, что в тесте живых игроков, дай бог, собрать 5 человек на сервере. Все остальные свободные места забивались ботами в качестве массовки. И играется, мягко скажу, на расслабоне. А тут как будто посетил карту метро из Battlefield 3. Не знаю, как вы, господа зрители, но мне такие замесы по нраву. Можно запросто набрать фраги полусотнями за бой. Так как точки постоянно захватываются и перехватываются, бои идут в среднем по 10-15 минут. Так что это хорошее место для фарма. Конечно, это не окончательные выводы, ведь я еще не играл с каким-нибудь кланом против другого клана. Сами знаете, геймплей тоже кардинально будет отличаться. Про новую систему отдачи оружия, вернее переработка анимации отдачи при прицеливании тоже говорил в тесте. Коротко скажу, сейчас стало проще стрелять и вести цель во время стрельбы, чем было раньше. Тут упомянули про оптимизацию? А нет, показалось. И вновь игра стала ближе к тундре, на 3 танка больше. Да не простые танки, а тяжелые истребители танков. Некоторые подписчики просили, чтобы я сделал обзор на эти танки. Но вы же прекрасно понимаете, что я делаю видео подробно, а это занимает уйма времени. Поэтому я ограничусь мнением и геймплеем. Не расстраивайтесь, ребята, гайды на них, они будут. И уж поверьте, они вам понравятся. Не будем тянуть кота за его подробности. Су-100. Внешне точно такой же, как Су-85, однако компактнее. Скорость такая же.
Цитирую. Су-100 вооружен мощной 100-мм скоростной пушкой Д-10С. Этот монстр может взять на себя любого врага. Также имеет толстую лобовую броню. Хорошо, поверим на слово. Ну что мне не понравилось, так это... Сколько? Чё? 35! У меня 35 снарядов здесь, вы чё, ёбнулись что ли? Надо заметить, звук стрельбы шикарный, да и перезаряжается быстрее 85-го. Panzer Jaeger 5 представляет собой результат любовного союза Пантеры и Хетцера. От первого унаследовал шасси со всеми вытекающими, в том числе наличием курсового пулемета, и башни от второго танка. И мы получаем быструю ПТХу. Ну и снова цитата. Як Пантера имеет мощную 88-миллиметровую пушку, истребитель танков, который не только превосходит всех по огневой мощи и маневренности, но и включает в себя прочную лобовую броню. Не знаю, кто это писал эту строку, цитату, но явно не из великих людей, потому что внешность обманчива. Прям подчеркните лобовую броню. Все другие места, попав пару раз снарядом по танку, можно сказать, что вам пизда. А так, перед нами самый быстрый танк среди классов ПТ. Ну и, наконец, американский М-36. Эдакий сын маминой подруги. Тут все понятно, что это более-менее играбельнее остальных. Ну, зачитывать цитату я не буду, ибо я согласен. Ну, я скажу своими словами, что М-36 это то же самое, что М-10 с пушкой М-26 Першинга. Ну, это тяжелый танк американский. То есть в купе это более-менее маневренный танк с 9-миллиметровой пушкой. Кстати, странно, что разработчики не упомянули о фиксе топливного бака и боеприпаса. В моем обзоре «Броня 2.0» многие негодовали, что, мол, Нидзи, ты нас обманул насчет критического урона танка, когда ты взрываешь их. Нет никакого эффекта, что это просто бутафория. Ну, и, во-первых, я никого не обманывал, это косяк со стороны разработчиков, теперь он работает как надо. Это хорошая новость для танкхантеров и в какой-то степени для танкистов, опытных танкистов. Теперь больше не стоит тратить десятки мины и снарядов, но все же никто не отменял, куда правильно устанавливать и мины, и стрелять снарядами. Ну и в заключение вердикт. В целом мне обновление понравилось. Понравилась новая система отдачи. Ну, не сказать, что прям 3 танка это прям имба, но все-таки они дают разнообразие в танковых баталиях. Что еще могу сказать? Карта, да, карта хорошая. Это отличное место для фарма. Особенно ПП там, пулеметы. Захват флагов, ну, в таком роде. Я думаю, все. С вами был Мутвей, бог войны, бороды и алкоголя. Хватит мне этого дерьма. Всего хорошего.